Из ада в новую жизнь. Какие же подарки судьбы вас ожидают? Давай посмотрим вместе. Новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Не забывайте делиться этим видео, ставить лайки, подписываться на мой канал. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Резонирует с вами этот расклад или нет. И, конечно же, кто хочет на личный расклад, на диагностику негатива, телефон под видео. Вы человек очень любвеобильный. И, возможно, даже кто-то сейчас находится в поиске новой любви. Может быть, кто-то нашел, да? Может быть, вы присмотрели уже женщину, которая вам нравится, но вы так очень робко, очень осторожно делаете какие-то шаги навстречу ей. Вы, если любите, то вы любите, ну, с такой, знаете, безумной отдачей. Вы не умеете любить наполовину. Отдаетесь полностью, всей клеточкой. Вот знаете, когда вы влюбляетесь, в принципе, я сейчас просто констатирую, да, то, что вы знаете, у кого это срезонирует. Вы как будто вот в пучину страсти, в пучину любви, эмоций, вот бросаетесь, и иногда, вот может быть, даже чрезмерно. Вы это сами понимаете. Но когда любите, вы не можете себя остановить, да? Потому что вот когда люблю, я растворяюсь, да, вот это про вас. Возможно, сейчас кто-то из вас немножко экономит по деньгам, да, может быть, стало чуть туговато. У кого-то это может проиграться урезание, уменьшение зарплаты. Кто-то, может быть, даже подумывает о переходе на другую работу из-за этого. Кто-то может даже из-за денег немножко начать переживать, что а как же я буду строить личную жизнь, да, если у меня финансы поют романсы, скажем так, да. Поэтому есть среди вас, у кого стоит так остро вопрос финансов. И давайте как раз сделаем маленький опрос, ребят. Напишите все в комментариях, у вас сейчас есть финансовые проблемы, либо же нет. Вот у кого это срезонирует или нет. Мне не нужно писать свою зарплату, да, ни в коем случае. Это личная информация. Ну, просто вот мне интересно, да, вот сколько людей сейчас вот, ну, действительно в финансовых трудностях. Вы человек, который, в общем-то, не любит стремиться туда, куда-то к звездам, да, какие-то делать безбашенные поступки. Вы больше, наверное, такой человек, который любит размеренную, степенную жизнь. Я не беру период, когда вы были, может быть, молодые, в 20, в 15 лет, да, вот тогда были безбашенные поступки, тогда да. Но вот, может быть, последний отрезок времени, плюс-минус, вы как-то то ли поспокойнее становитесь, стараетесь как-то, может быть, работать над собой, стараетесь держать себя немножко в узде, потому что был, вот мне показано у кого-то период из вас, когда реально, может быть, вы принимали успокоительные, вот что-то было, то, что вас очень сильно будоражило, что это было. Это была женщина, которая очень сильно мотала вам нервы. Это женщина, которую вы любили, возможно, сейчас вы любите, и которая очень сильно вам расшатывала нервную систему. Поэтому из-за нее вот скорее вы могли, ну, кто-то успокоительные, да, может быть, кто-то травки пил, кто-то таблеточки, да, вот успокоительного характера. Любите какую-то вот внутреннюю такую гармонию. Надоела суета. Вот чего вам точно не хочется, это какой-то суеты. Хочется такого удовольствия, да, от жизни. Хочется жить без каких-то таких адреналиновых всплесков, потому что они у вас уже были, и от них, наверное, вы уже мысленно бежите как от огня. Что еще нужно знать? Кто-то из вас сейчас очень сильно закрылся, но закрылись именно из-за внутренних переживаний. Это могут быть переживания по поводу личной жизни, у кого-то по работе, да, абсолютно разные переживания могут быть. Но вас просто накрывает, может быть, именно из-за ваших мыслей, из-за того, что вы впечатлительный, ранимый человек, и вы эту ситуацию еще и больше как бы, ну, мысленно в голове, да, вот раздуваете. У страха глаза велики, а поскольку вы человек очень такой впечатлительный,
любящий себя, в общем-то, накрутить иногда по поводу и без повода. Поэтому те ребята, которые сейчас вот в таком состоянии, ну просто прекращайте своими мыслями себя вот, ну, топить. Вы просто топите. И вы такими мыслями будете продлевать свое такое вот грустное, апатичное, может быть, даже депрессивное состояние. Кто-то из вас сейчас, может быть, даже находится в тайных отношениях. Это могут быть тайные любовники, да, это может быть кто-то в поисках. Между прочим, ребятушки, ну-ну-ну. Кто-то из вас может сейчас быть в поиске любовницы, может быть, вы даже присмотрели уже, и причем мне показано, что эта женщина, ну, она вызывает у вас очень большую страсть. Может быть, уже кто-то зароманил, кто-то, может быть, уже присмотрел, либо это только так, первые шажочки. Но здесь страсти будут кипеть, причем, смотрите, большая вероятность того, что вы начинаете в свою любовницу просто влюбляться. Ну, либо же влюбитесь, у кого-то проиграется. Можете дойти даже до брака с ней. Неважно, в каком вы статусе. Хоть холостяк, хоть вы сейчас в отношениях, но вот именно новая женщина, она в перспективе у вас идет уже, ну, как бы для жизни, для семьи. Поэтому это не просто какая-то интрижка. Вы сами это можете понимать. Вы, возможно, даже кто-то сам хочет поменять, ну, как бы одну женщину на вторую, если вы, допустим, женаты, да. Либо же, вот если вы сейчас в новых таких отношениях, вы сами можете уже задумываться о том, что, ну, пора бы либо съезжаться, жить вместе, либо узаконить отношения, да. Поэтому, ну, такой вот романтик. Романтик наклевывается очень и очень неплохой. Ну, давайте-ка смотреть, мои хорошие, что же будет еще в вашей жизни, потому что были такие сложные периоды в вашей судьбе. Из ада в новую жизнь. Почему я так назвала это видео? Потому что были у вас действительно такие события, ну, какие-то адские такие моменты. Я не очень люблю это слово, да, но именно по ощущениям это было у вас такой отрезок времени, когда не хотелось ничего и никого. Мы не будем будоражить сейчас ваши больные души, но просто посмотрим, какие же сюрпризы преподнесет вам жизнь. Так, я буду разные события называть, а вы переворачивайте под себя, кому и что подходит. У вас идут судьбоносные перемены в жизни, причем кардинальные. Кардинальные, ребят. Это будут у кого-то перемена места жительства. Перемена места жительства может случиться у кого-то очень так спонтанно. Может быть, кто-то из вас, вот те, которые будут, допустим, расходиться, либо же вы в одночасье вот решите, что все, уезжаю, переезжаю, тем более здесь могут быть варианты по работе, можно за это зацепиться, куда-то уехать, переехать. Далее будут у вас новые знакомства, знакомства с людьми, которые будут вам в дальнейшем помогать по жизни. У кого-то это будет новый друг, может быть, подруга даже, да, потому что я знаю, меня женщины немножко смотрят. У кого-то из вас проиграется, что, ну, не очень хороший момент, но вы можете попасть туда, где горячо. Может быть, вы думаете, да, от своих каких-то забот, хлопот, кто-то из вас думает убежать туда, где горячо. Вы понимаете, о чем я говорю? Особенно это касается вот тех, которые сейчас находятся в депрессивном настроении, да, которым все равно, что будет у вас в жизни. Пойдете вы на небеса, не пойдете, поэтому можете даже рваться, вот убегать от той боли, которая есть у вас сейчас. Отзовитесь, ребят, ну, если кто не боится, да. Очень настолько депрессивные мысли, что мне просто страшно на это смотреть, ребят. Но я считаю, это неправильный шаг, это не выход, да, вот идти туда, где горячо, просто чтобы избавиться от какой-то боли. От себя не убежишь, вы не избавитесь. Даже если вы за 1000 километров куда-то переедете,
от себя ведь не убежишь, от своих мыслей, от своих чувств, от своих ощущений. Далее, что еще произойдет? Новая жизнь вам подарит, как я уже говорила, не только, ну, такие вот сладостные моменты. Почему-то вот мне показывают, что будут и такие переживательные моменты. Ну, скорее, это переживание за какого-то мужчину. У кого-то это может быть переживание за отца, у кого-то за сына, у кого-то за друга, может быть, да, это близкий человек, не обязательно кровный, но здесь скорее будут либо же проблемы с сердечком, сердечно-сосудистой системой, да, и вот вы настолько вот окунетесь, да, чтобы помогать и финансово, и так поддержать, что вот как-то немножко ваша жизнь отойдет на задний план. Но опять же, это не у всех проиграется, ребят, не пугайтесь. Просто делаю акцент. Это мужчина, мужчина близкий. Может быть, вы уже знаете, да, может быть, у кого-то папа старенький, либо же там у друга проблемы с сердцем. Вот я бы сделала акцент. Если человек этот, вот ваш близкий, не проверяется, либо же давно не проверялся, не обследовал свое сердечко, ну вот нужно не идти, а бежать. Потому что может быть, ну, действительно, такое довольно серьезное обострение. Будет у кого-то продвижение по службе. Причем это будет, ну, такое классное подспорье и по финансам, и причем ну, какое-то, может быть, даже другое немножко направление, чем вы занимались. Ну, то есть у вас функции, может быть, будут другие. Ну, зарплата другая, это понятно будет, что она повысится, как бы, да. Но и хлопот у вас добавится. Кто-то из вас влюбится, ну, реально, как мальчишка. Вот у нас сегодня почему-то вокруг да около любви очень и очень сильно так акцент. Кто-то из вас окончательно, бесповоротно вот именно почувствует, что вот вы любите конкретную женщину. Кто-то сейчас, может быть, уже в отношениях, да, кто-то познакомится, как я уже говорила. Но вы очень четко для себя поймете, что да, вот я хочу быть именно с этой женщиной. Далее. Кто-то из вас... Вот почему мне сегодня показана одна, ну не одна, конечно, но большинство личной жизни. Кто-то из вас избавится от чего-то такого, что вас тяготило многие-многие, может быть, годы. Это могут быть вредные привычки, это могут быть какие-то навязчивые мысли, идеи, да, вот как будто идет освобождение. И это освобождение даже не исключено, что вы отметите с какими-то там друзьями, приятелями, где-то посидите, сделаете какой-то мальчишник. Но вот это будет реально, это как будто вы выдохнули, да, вот даже внутренне вы почувствуете, что вот вы избавились от чего-то, либо от кого-то. У кого-то может, кстати, проиграться, что вы избавитесь от магического воздействия, потому что есть среди вас, на ком есть магия. Если кому интересно, да, там диагностика нужна, либо чистка, обращайтесь, телефон под видео, поэтому, может быть, как раз вот моя помощь и станет для вас кого-то избавлением от негатива. Будет какое-то такое событие в вашей жизни, которое опять-таки вы будете отмечать. Но у вас, я похоже, смотрю, празднеств будет хоть отбавляй. Это может быть как день рождения, это может быть у кого-то там ребенок, ну да, я не знаю, друзья, приятели, родственники. Может быть, у вас у кого-то даже ребенок родился, да, может быть, кто-то женился. Ну, то есть это какие-то большие-большие такие, ну, знаменательные события. Это не просто посидеть, это будет, ну, такой кайф, это море эмоций, позитивных эмоций, это такой всплеск. Ну, в общем-то, да, это очень радостное такое событие. Кто-то из вас, опять же, мне показано, либо же съедется с женщиной, либо будет подумывать о, ну, браке, о совместной жизни. Это уже вы будете сами выбирать, кому как больше нравится. Ну что ж такое,
одни и те же карты постоянно у нас ложатся. Смотрите, ребят, кто-то из вас немножко как бы оживет. Вот оживет, может быть, после тех переживаний по поводу личной жизни, да, после того, что вы пережили. Может быть, как раз это и будет конечная точка, когда вы для себя поймете, что все, я хочу новые отношения, я хочу новую жизнь. И вы почувствуете, что вы готовы к новым отношениям. У кого-то из вас, как я уже говорила, есть на примете женщина, да, и вы это очень четко почувствуете, что да, я готов доверять, я готов быть с новой женщиной, я готов идти в новые отношения. Но сегодня у нас вообще, ребят, я не знаю, у вас, похоже, и личная жизнь начнет налаживаться. Одни и те же карты вытаскиваю, вокруг да около все, понимаете? Ну, то есть те, которые сейчас, может быть, уже ничего не хотите, может быть, ни во что не верите, да, даже у вас начнет налаживаться личная жизнь. Так, кто-то появится из прошлого, ребят. Человек, с которым, ну, либо вы давно не общались, может быть, по каким-то причинам абсолютно разным. У кого-то конфликт, у кого-то просто разошлись пути дорожки. Причем у кого-то может проиграться, что вы даже помиритесь со своей пассией, с женщиной, казалось бы, которая вас когда-то обманула. Для меня это парадокс, я этого не понимаю, если честно, но вот женщина, которая обманула. Поэтому, ребята, которые хотели бы помириться с такой дамой, ну вот даже солнышко у нас выпало, однозначно будет у вас момент, чтобы все наладить. Как жить дальше с обманщицей, с предательницей? Я, конечно, не знаю. Это уже решаете вы. Здесь момент доверия еще будет, да, потому что сойтись-то можно. А вот поверить как? Вот здесь вопрос. Вот задайте себе вопрос. Вы сможете довериться полностью своей женщине, да, вот когда вы будете сходиться? Ну вот как вы будете жить? Вы готовы не проверять ее телефон, вы готовы не следить за ней, вы готовы никогда не поднимать вопрос, из-за которого вы разошлись, да, почему вы разошлись. Поэтому шанс будет, но стоит ли им воспользоваться, вот это вот уже проблемка. Так, кто-то из вас начнет очень скрупулезно так работать, потому что очень хочется заработать денежку. Что-то вам нужно очень важное, может быть, дорогое купить. Может быть, дорогой подарок хотите кому-то сделать, да. Ну, помимо того, что на жизнь, это само собой. Но здесь стоит вопрос вот именно... Захочется вам какой-то такой дорогой предмет, может быть, кто-то квартиру хочет купить и будете собирать. Здесь будет цель зарабатывать, вот зарабатывать много денег, складывать, может быть, даже подработка будет. Ну, здесь придется, конечно, немножко у друзей-приятелей одалживать, но все-таки у вас будет такой азарт. Азарт, и этим азартом еще окажется женщина. Но опять, но сегодня мы без женщин вообще никуда. Женщина, которая появится, может быть, уже у кого-то есть, но она такая очень активная. Она страстная, она классная любовница, с ней интересно, с ней весело, с ней можно умчаться за 3-9 земель и вообще чудить и вытворять. Эта женщина тоже будет своего рода мотиватор. Не хочется, вернее, не захочется упасть в грязь перед этой женщиной. Кому-то захочется ее кружить, кому-то, может быть, захочется как раз купить дом, либо квартиру, чтобы вместе жить. Тоже может проиграться, да, потому что вы, как серьезный взрослый человек, рассматриваете совместную жизнь и вообще серьезные отношения, ну, в таком довольно серьезном ракурсе. Поэтому вы понимаете, что для семьи там, может быть, вам хочется свой дом, свою квартиру, да, особенно если это у вас съемное, допустим, сейчас жилье, тоже может проиграться. Вот как-то женщина это будет вас мотивировать, это будет ваш такой живчик, это ваш такой будет сумасшедший просто мотиватор, когда вы будете готовы днем и ночью работать только, чтобы
Вот, ну, либо же чем-то порадовать, либо что-то такое важное купить для вас двоих. Ну и напоследок, давайте еще что-то посмотрим, что у нас еще будет. Новая жизнь начнется, ребят, у многих из вас начнется улучшение в жизни, вот за что бы вы ни брались. Те дела, которые у вас, возможно, застопорились, они будут решаться, будут находиться люди, которые помогут, будут находиться люди, которые не просто финансово там, допустим, помогут, а у кого-то это специалисты подходящие, да, у кого-то это юристы, если вам они нужны. То есть будет все очень легко и просто у вас решаться. Кто-то из вас наконец-то освободится. Ну, в принципе, опять же, эта информация повторяется, которую я уже озвучила, что кто-то из вас очень четко решит идти к новым берегам, в новую жизнь и оставить прошлое позади. Да, это будет тяжелая внутренняя работа проделанная, да, вы порой будете бороться как, ну, сами с собой, да, кто вот не могут отпустить прошлое. Но вам это удастся. И новая жизнь, новые события и новые горизонты у вас впереди. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!